Всем привет! Сегодня мы будем делать диораму в 72 масштабе для двух танков Т-34-85, собранных в предыдущем нашем видео. Ссылка будет в описании. Для основания диорамы будем использовать пенополистирол. Он имеет очень мелкую зернистость и легко поддается резке. Перед тем, как склеивать поверхности, обработаем их шлифовальным бафом, чтобы поверхность не была такой гладкой. Далее нанесем клей ПВА и распределим его равномерно. Основание готово. Теперь займемся непосредственно приготовлением массы для имитации поверхности Земли. Для этого будем использовать строительный гипс. Смешаем его с водой. Добавим немного ПВА. А дальше немного мелких камешков и крупный песок. Все это хорошо перемешиваем и распределяем на поверхности нашего основания. Чтобы убрать выступы и неровности, воспользуемся скомканной салфеткой. Также для этих целей можно использовать и поролоновую губку. После того, как основание высохло, приступаем к окраске. Для базового слоя я выбрал акриловую матовую краску Humbrol 113. Однако, честно говоря, результатом я остался не очень доволен. Как вы видите, получилась марсианская поверхность, и Т-34 будут смотреться на ней как-то неуместно. Чтобы исправить ситуацию, я добавил к 113-му черный цвет от Италари. Однако получилось все равно как-то не очень. В конечном итоге с помощью добавления к смеси желтого танкового от Италари получилось добиться необходимого результата. Следующий этап – трава. Для этой диорамы решил использовать сухой бежевый оттенок, 3-мм флок от Arion Models. Заполняем флокатор. С помощью клея ПВА определяем места, где будет засеяна трава, и начинаем. Вот такой получился результат.
прошлых проектов у меня осталось несколько пучков сухой травы более светлого оттенка. Решил добавить их на диораму. В качестве дополнения к диораме приобрел вот такие противотанковые ежи от Metallic Details. Для правильного сгиба некоторых деталей пришлось поискать металлическую пластину для прижима, а в качестве дополнительного инструмента не нашел ничего подходящего, кроме как лезвия от канцелярского ножа. В общем, это оказалось не очень удобно, да и нужно аккуратно это делать, чтобы не порезаться. Так что в ближайшее время решил купить специальный инструмент для гибки фототравления. Хотя он и дорогой, но работу упростит значительно. Для склеивания деталей фототравления отлично подходит суперклей гель. Именно гель, так как он позволяет корректировать положение деталей при склейке. Для покраски базового слоя возьмем акриловую краску от Rival, 83 номер, матовый ржавый. Для второго слоя я добавил к нему немного черного, для получения более темного оттенка. Финальный этап наносим кистью сухой пигмент «Темная земля» от Arion Models. Тем же пигментом добавим немного везеринга на танк. Края основания диорамы окрасим черным цветом. Здесь удобно использовать широкую кисть. Готовую диораму поместил в акриловый бокс, чтобы не пылилось. По размеру подошел идеально. Надеюсь, вам понравилось видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. В описании вы найдете ссылки на материалы, которые были использованы для создания этой диорамы. Спасибо за ваше внимание, до новых встреч!